Всем привет! Вы на канале Вектор, с вами Владимир, и сегодня на обзоре у нас Audi Q5. Короче, стал я властелином колец. Был у меня опыт эксплуатации владения автомобилями Audi. У меня остались только положительные эмоции, положительные впечатления. Да, у меня была конкретно Audi A8 D3 2008 года в рестайле. Классный аппарат. Вот. И сегодня я сюда приехал в красивые места. Зима, снежок, супер погодка на белом красивом автомобиле. Конкретно Audi Q5, 2012 год. Под капотом у нас 2-литровый дизелек. Сразу скажу минус, прям минус. Коробка у нас робот. Блин, знаете, я вообще не очень люблю, да, как бы роботы, вариаторы вообще не воспринимаю. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь был классический, гидротрансформатор, да, то есть как бы классический автомат без каких-либо заморочек. Но у нас полный привод Quattro, все как надо, снег, сугробы, поля, это прям ее стихия. Ехала я сюда бесстрашно, поэтому все хорошо. Забегая немного наперед, сразу скажу, буду делать отсыл немного на новых китайцев, да, на все эти же консервные банки, которые сейчас в салонах. Вот, на примере конкретного экземпляра. Смотрите, вот фишка какая, да, вот все-таки немцы, они думают о людях, да, они даже думают, что если за рулем этого автомобиля будет дебил, прям конченый дебил. Флажок открывания капота, смотрите, находится каким образом. То есть, пока эта дверь закрыта, на ходу открыть капот невозможно. Обратите внимание, как на ваших автомобилях реализовано открытие капота, именно вот эти вот флажки. Можно ли их открыть на ходу? Audi немцы продумали, нельзя. Смотрите, еще тоже скажу сразу. При таком положении открытом капота, да, дворники, очистители, точнее лобового стекла работать не будут. То есть автомобиль не допускает, чтобы вы делали, знаете, каких-то прям вот глупостей, детских, легких, да, то есть умышленно ты этого делать, конечно же, не будешь, но случайно, не подумавши, это можно сделать, и автомобиль вам помогает. Вот оно, сердце данного экземпляра, да. Сейчас еще сразу уточнюсь. У нас Audi Q5, 12 год, как я уже сказал, да. В 2012 году был переход в рестайл, да. То есть у нас еще дорестайловая модель. Здесь у нас 2-литровый дизель в 170 лошадиных сил. В рестайле уже 177 лошадиных сил. У нас конкретно 350 крутящего момента. 7-ступенчатый робот, полный привод Quattro. Все классно, все супер, да. Дорожный просвет у нас 200 миллиметров. По сугробам какие-то поездки, вылазки, природа, отдых, речки. При возможности зацепили фаркоп, я не знаю, спустить лодку, гидрики. Вообще без проблем. Есть очень много двигателей, да. Самые распространенные, но они подешевле чуть-чуть, это 2-литровые бензиновые моторы в 211 лошадей. Не очень они как бы по качеству, опять же, это со слов сервисменов, да, то есть заезжал в профильный сервис, именно кто занимается вагами, да, то есть это Audi, Volkswagen, Porsche, сказали, что все-таки вот эти бензинки на сервис заезжают чаще и обращаются чаще, да, с ремонтами, нежели эти дизеля. Вообще, если вы хотите рассматривать дизель, есть очень редкий двигатель 3 литра дизель, вообще бомба. Прям едет как надо, надежный, практичный. У меня у знакомого есть такой экземпляр. На нем пробег сейчас 360 тысяч, без ремонтов. Единственное, что он делал, он покупал ее бэушный, и он ремонтировал робот. По роботу скажу сразу. Ресурс в среднем где-то 150 тысяч. То есть, на этот ресурс нужно рассчитывать, да. Были экземпляры, которые проходили 190, но это очень бережная эксплуатация, где-то лишний раз газу не даем, на бездорожье не съезжаем, может быть 190, но больше еще, наверное, ни у кого они не жили, эти роботы. По крайней мере, говорю про то, что конкретно я знаю, да, то есть несколько экземпляров прямо из профильного сервиса.
практика такова. Смотрите, пока мы здесь под капотом, воздухозаборник высоко, преодолеваем броды, затопленные улицы летом, да, когда ливневки не срабатывают, не справляются. Q5 утопить сложно. Вот немцы, они красавчики, да, они очень много всего пытаются продумать, чтобы там автомобили были умнее, технологичнее, за вас где-то думали. Но иногда у них бывают просчеты. Просчеты какого плана? Вот бачок омывающей жидкости лобового стекла. Здесь аморик, классно, да, то есть никакой кочерги у немцев, слава богу, нет, да, Q5, блин, ну, все, это классно. Вот он находится. Чтобы сюда залить, это проблематично сделать, но я вот так вот делаю обычно. Я ее поворачиваю и отсюда заливаю, да, хотя бы с этой стороны это возможно сделать. Но с нашим движением поехали мы по трассе в какой-то другой город. На трассе у нас закончилась омывающая жидкость. Что мы делаем? Из багажника достаем, да, идем сюда и пытаемся налить. А здесь-то у нас проезжая часть. То есть, если справа отбойник, мы припарковались. Помимо того, что в плохую погоду вас испачкают, но это прям мелочи, да, вас просто могут укатать. Это небезопасно. То есть прям немцы просчитались. Блин, вот казалось бы мелочь, да, но опасная. В завершение про техничку, подкапотное пространство хотел бы сказать следующее. При выборе, допустим, такого автомобиля для покупки я бы сделал акцент именно на дизель. Я бы попробовал найти 3-литровый дизель, но это очень сложно сделать. Двушек чуть-чуть побольше. Они надежные, они хорошие, не самые выдающиеся показатели, да, то есть 9,9 до 100 динамика разгона, да, при весе автомобиля в тонна 750 примерно. Но адекватный расход топлива, да, то есть в городе в 10 литров она реально убирается. Вот примерно на одинаковых моторах, кстати, стал замечать, был у меня опыт эксплуатации BMW X3 дизельный, вот на Q5 покатался немного на дизельной, да, примерно на тех же объемах у них реально расход топлива ниже, чем у корейцев. То есть на дизелях есть у корейцев там спортажи, соренты, да, то есть литра в 2-3 у них есть разница на тех же объемах. То есть я считаю, что немцы все-таки более технологичные. Вот задняя часть автомобиля, да, симпатяга, такая, знаете, универсальный автомобиль, то есть не вызывающий, да, не заявляющий о себе, но просто симпатяга, просто все симметрично, диодная оптика, 2 задних хода, слева, справа 2, выхлоп 1. Это двушка дизель, на трешке дизельной 2 выхлопа будет. Багажник у нас с электроприводом, с ключа все открывается, кнопочка есть здесь дублирующая, в салоне кнопочка. Автомобиль у нас 2012 года. Смотрите, подсветочка галогеновая, но она здесь есть. Подсветочка есть, подсветочка есть. Второй ряд сидений можно сложить из багажника. Пожалуйста, вот они, эти флажочки, удобно, красавчики, немцы продумали. Здесь у нас корыто. Посмотрим, что в полу. Докатка, которую нужно надувать. Обязательно возим с собой компрессор. Домкрат, ну здесь, видимо, кто-то недавно совсем доставал и еще не убрали на место. Жесткий пол. Здесь, пожалуйста, можно садиться, прыгать. Вот так вот я сделаю. И, в принципе, без проблем. Полочка жесткая. Жесткая, я не могу ее согнуть. Эй, китайщина, вы где там? Идите, учитесь, идите, я не могу ее согнуть. Сломать можно все, что угодно, но я вот просто не могу. В вашей китайщине я одной рукой это мял, гнул, и просто был картон. Здесь, если не нужно, можно опустить. Смотрите, какие фиксаторы. Резиновые шары. Реально немцы хоть чем-то заморачиваются. Когда вы поднимаете крышку багажника, здесь загораются туманки. Потому что габаритные основные фонари, они находятся сверху, на крышке. Давайте я попробую немного. Вот так вот я сделаю. Вот они фонари, которые светятся, да, то есть, ну, ночью вы остановились, крышку подняли, загорятся вот эти. Чтобы вас видели, чтобы вас не раздавили. Смотрите, не самые выдающиеся характеристики. Проем большой, 540 литров минималка. И при сложном втором ряде сидений у нас получается 1560 литров. Попробуем сложить
сиденье второго ряда. Давайте хотя бы одну сторону, получится у нас ровный пол или нет. Как это выглядит? Все, пожалуйста, оно отстегнулось из багажника, да, то есть и мы продолжаем что-то грузить. Немцы продумали, красавчики. Сейчас зафиксирую. Смотрите, практически ровный пол. Прям, ну, есть небольшой угол, прям, но он очень минимальный. Все, зафиксировалось, все хорошо. Вопрос безопасности, да? Немцы, смотрите, что они сделали. Такая направляшка ремня получилась. Я застегиваю сиденье, да, регулирую, и у меня ремень остается здесь. Его не зажимает, как в китайщине. Находится невысоко по плечу. Ставим бустер, пристегиваем ребенка. Все будет безопасно, все классно. Все ремни работают. Все, он блокируется. На место все уезжает. Это привет Китаю. Давайте попробую сесть. Воздуховоды в ногах, их прям видно. Но у нас здесь не самая богатая комплектация. Прикуриватель, ну или розеточка использовать, кармашек. Здесь вообще ничего нету. Не очень много места. Спинка регулируется. Очень маленький диапазон регулировок. Но мне бы хотелось на дальней поездке чуть-чуть побольше. 40 нету, ничего нету, есть. Но зато под вещи очень много всего. Раз петля, раз крючок, два крючок, три крючок сюда, наверное, да, этот вешается. Скучно, просто минимализм немецкий. Но не напрягает. Скажу вот так. Пошлите дальше. 2012 год. Немцы думали о чистоте и о ваших штанах. Дверь закрывает полностью порог. Уходит вниз. Все классно, все супер. Все, я если случайно даже дотронулся, да, как бы рост у всех разный. Штаны у вас всегда будут чистые. По эргономике я смог настроиться под себя. Здесь минимум регулировок, лифт, механическая спинка, механическая, да, то есть вперед-назад ездим, салазки, все механически. Это комплектация, да, у нас достаточно бедненькая, вот, в которой есть все необходимое. Я смог настроиться, чтобы мне было удобно и комфортно, да. Это опять привет китайцам передам по поводу подушки. Смотрите, какая подушка. Она не регулируется, то есть она не выезжает вперед-назад, сама подушка. Но мне ее достаточно с моим ростом. Люди, кто пониже меня, им тоже достаточно. То есть я вот пообщался с собственниками, ну, кто пониже меня, им комфортно. Китайщина учим. Немного хотел бы сказать по салону, да. У нас конкретно на этом автомобиле пробег 103 тысячи. Это очень маленький пробег. Смотрите состояние руля, да, то есть кожа на руле, она в идеале. Это я передам привет корейцам, да, у которых за 50 тысяч там рули стираются. Блин, ну можно же сделать. Вот она блестящая кожа, но она качественная. Ладно, как бы просто я их маленько не буду сравнивать из тех соображений, что у них, ну, абсолютно разная цена была, да, то есть в 2012 году. Дальше, в принципе, все просто. Небольшой монитор, кто хоть раз ездил на Audi, да, то есть все их узнают. Там менюшка была подобная у меня на А8, на А4 я ездил, вот на Q5, то есть с меню разобраться очень просто. Здесь тоже все просто. Нижняя часть это блок климат-контроля. Климат у нас здесь однозонный. Немцы не обманывают, как китайцы, да, то есть они не пишут слева и справа. Если он однозонный, значит он однозонный. Если здесь будет в комплектации двухзонный климат, здесь будут две зоны написаны. И они реально не обманывают, как китайщина. Блок музыки. Музыка здесь обычная. Как бы в топах у них есть басы, они ставят, да, классно звучит, но даже эта музыка звучит очень хорошо, потому что в автомобиле хорошая шумоизоляция. Вот автомобиль дизельный, да, сейчас заведен, меня не напрягает звук мотора. И я вот вообще, в принципе, покатался на разных скоростях, по городу покатался, немного тут на трассу выехал, да, на скорости прокатился. Шумоизоляция хорошая, прям вот хорошая, ну, прям необходимая, да. Дальше, что у нас здесь есть? Ну, как я и говорил, робот, режимы, драйв, спорт, да, ручник у нас электрический.
пепельница, автомобиль для курящих, да и все. Минимум необходимого по основным функциям, да, по управлению. Датчик света, датчик дождя, оптика у нас передняя Xenon, 2012 год, еще диодов не было, задняя оптика диодная. Да и все. Хорошая система стабилизации, хороший полный привод. Мне, в принципе, автомобиль понравился, да, за эти деньги. Я посмотрел, сколько они сейчас стоят, полазил по вторичке. Средний ценник подобных экземпляров 2 миллиона рублей. Что мы получаем из нового? Ну, сами понимаете, 23 год, да, я не знаю. Вот выходишь по улицам, где есть автосалоны, знаете, такое ощущение, как будто в Тайвань какой-то попал. Одна китайщина там. Черри, чанганы, амоды, иксиды. Короче, одна китайщина. Нормальных салонов с нормальными машинами нет. И я вот приведу пару примеров, да. Конкретно катался на Geely Coolray. Средний ценник новых автомобилей вот в 23 году в начале были где-то 2300, 2500. Не буду их сравнивать, да, то есть я вот лично куплю лучше вот такую Audi за 2 миллиона, нежели на это небезопасную китайскую подделку. Посмотрел Амода C5, тоже ничего хорошего, тоже скоро она у нас будет на обзоре, обязательно я ее возьму, расскажу всю правду о ней, расскажу, как дилеры их продают, пообщался с менеджерами, будет очень интересно. Опять я сделаю акцент, ну, лично для себя, то есть я рассмотрю такой автомобиль, нежели новый китайский. То есть вот этому автомобилю уже 11 лет, ну, еще ближайшие там 10-15 лет она продолжит ездить. Друзья и китайцы, поучитесь, пожалуйста, смотрите, рост разный у людей. Пожалуйста, можно сделать, чтобы подлокотник двигался. Ну, мне достаточно и так, да, кто-то ростом пониже, кто-то сидит поближе, им будет вот так вот удобней. Так можно делать. Подстаканники, кофе, бутылочки, все умещается, убирается. Ничего не разболтано с 2012 года. Тактильно, мягко, приятно. Укс, все по-немецки. Я говорю, минимализм, но все необходимое есть, и ты чувствуешь себя в безопасности и защищенным. Смотрите, вот обратил внимание на зеркала, да, вот вообще покатался, обзорность автомобиля, по остеклению все хорошо. Зеркала огромные, внешне они не выделяются, внешне они эстетичны. Из салона видно в них все, но получается очень большая мертвая зона вот в этой части, да, то есть в темное время суток при повороте реально не видно людей. Ну, если 90 градусов поворот, здесь какой-нибудь будет пешеходник, стойка закрывает, и плюс зеркало закрывает очень большое пространство. Блин, небольшая недоработка немцев. По салону у нас все галоген, все сияет, все светится, но 2012 год этому автомобилю простительно. Друзья, в завершении нашего обзора хотел бы сказать следующее. Вот лично мне этот автомобиль понравился очень. В наших реалиях, да, то есть, как бы я уже все перечислил, там, в плане шумки и всего остального, да. С китайцами сравнивать не буду, хоть я это и сделал. С корейцами немного сравню, можно посвежее за эти деньги купить, но там будет шумка похуже, полный привод похуже, система стабилизации похуже. Вот, здесь все классно. Машина 2012 года, ей 11 лет. Коррозии нет, вообще никакой. Даже поверхностной коррозии нет, и я уже не говорю про гниль. Вот хейтеры, любители китайцев, найдите мне, покажите мне прям китайца 11-летнего, который будет вот в подобном состоянии по ржавчине. По лакокрасочному, по низам по ржавчине, чтобы там не было гнили. Я думаю, что таких экземпляров нет. В мере я не встречал и с сервисменами общался, да, то есть кто занимается ремонтами автомобилей вообще в целом, задавал вопросы, то есть, ну, китайщина, она заезжает сразу ржавая, ну, в любом случае, никогда у них ни болты, ничего не крутится. С немцами в этом плане намного все проще и интересней. Автомобиль безопасней, хорошая шумка, мне понравился.
Выбор за вами. И из прямых конкурентов еще бы тоже хотел отметить, это вот X3, GLK, GLC, Мерседесы. В любом случае есть выбор классный, да, то есть есть по техничке разница. Из минусов, которые мне не очень нравятся в этом автомобиле, это конкретно коробка робот. Вот я этого, ну, не люблю, но мне не нравится. Но в наших реалиях, если так случится и мне придется выбирать автомобиль, я однозначно не куплю новый Китай, а куплю лучше подобного немца даже на роботе, и я ей это прощу. Спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии. Я поехал за новыми тачками. Всем пока!